Шарик, прикрепленный к нити длиной 20 см. Отвели в горизонтальное положение и отпустили. Найдите максимальную скорость шарика. Шарик, точка где-то подвеса на горизонтальной нити. Длина нити L равно 20 см. Отпустили. Шарик, естественно, начинает двигаться вниз. Смотрите, в этом положении. Затем, если его не трогать, он начнет продолжить свое движение и поднимется с другой стороны точно на такую же высоту. Что здесь происходит? Здесь происходит превращение одного вида энергии в другой. Та потенциальная энергия, которая в шарике была в этой высоте, она постепенно уменьшается, увеличится его скорость, увеличится кинетическая энергия, и в этом месте кинетическая энергия будет максимальная, и она будет равна потенциальной энергии шарика в этой точке. Дальше не трогать этого шарика, он будет дальше продолжать свое движение, его кинетическая энергия будет убывать, и если отсутствует сопротивление воздуха и любые другие причины, и сопротивлением воздуха можно пренебречь, он займет такое же точно положение по высоте, как и был положение 1, скажем так. Это положение 2, положение 3, когда он будет продолжать движение. Наглядно демонстрируется закон сохранения энергии о том, что полная энергия, которая у этого шарика есть, она будет равна потенциальной энергии плюс кинетической энергии. В данном случае, когда шарик находится наверху, его потенциальная энергия максимально относительно этой точки, она когда опускается уже вниз, потенциальная энергия относительно этой точки превращается в ноль, а тут будет максимальное значение кинетической энергии. Можем сказать о том, что потенциальная энергия точки 1 будет равна кинетической энергии в точке 2. И в любом случае полная энергия у них будет всегда без изменений. В любом месте, если посчитать траекторию движения шарика, полная энергия не меняется. Тут стало меньше. Относительно этой точки стало меньше. Потенциальная энергия зато увеличилась кинетическая и так далее. Так можем записать, что W потенциальная равно W кинетическая. MGH, потенциальная энергия в этой точке, будет равна mv квадрат делить на 2 точки 2. Можно сократить массы. Как видите, это не зависит от массы шарика. Она сокращается с двух сторон. И так будет v квадрат равно, получается, 2gh. Отсюда можно найти скорость шарика в этой точке 2. V равно корень квадратный из 2 умножить на g и умножить на h. Давайте подставим, посмотрим, какое значение будет иметь корень квадратный. 2 умножить на 9,8 метров за секунду в квадрате и умножить на h 20 сантиметров. Сразу превратим его в метр, 0,2. Что мы здесь получаем? Корень квадратный 0,4. Что множится на 9,8 метры за секунду в квадрате умножить на метр. Тут будет метры квадратные на секунду в квадрате. Можно вынести метры, деленные на секунду, за знак радикала. Метры, деленные на секунду, а тут будет корень квадратный, останется из 0,4, что множится на 9,8. И это будет равно 1, 9 и 79 метры за секунду. Можно сократить до сотых. Два знака после запятой будет 1,98 метра за секунду. Задача просто демонстрирует еще один пример превращения энергии из одного вида в другой. При всем том же, что энергия никуда не девается, а просто превращается с одного вида в другой. Если на шарик не действуют другие силы, там силы сопротивления воздуха, еще чего-то, полная энергия остается постоянно, равна сумме двух.